Едем? Едем. Импровизация. Поэтому, надеюсь, мне Мария даст это выполнить. Тем больно, мне холодно. Еще больше барашек пошло, короче. Кто-то там скулит на меня. Что такое-то? Я абсолютно не контролирую свою речь. Всем привет! Мы на канале Ханафи. С вами Галина Малая. Галина Малая-Михайлова в индустрии перманентного макияжа 9 лет, является владельцем школы-студии красоты с 2012 года, лучший айс-артист премии National Beauty Awards 2021, обладатель первого места чемпионата Интерперманент 2020 года в Москве и 2 кубков «Золотая пчела» 2021 года, спикер и судья различных чемпионатов, однажды была организатором чемпионата в своем родном городе Вологда, тренер Международной лиги профессионалов, дистрибьютор бренда Hanafi Color Pigments. Сегодня у нас будет либо бархатный прокрас, либо акварельная техника, потому что у нас импровизация, у нас не пришел клиент на съемку, и продюсеру пришлось лечь вместо него. Фиксация эскиза. Я буду выполнять ее пигментом Hanafi номер 2, это холодный розовый цвет, но добавлю туда капельку разбавителя, чтобы не был слишком насыщенный цвет в зоне контура. Аппарат я взяла фирмы ВТЕ, он является среднеходом, у него эксцентрик стоит тут 2,6. Игла у нас Hanafi 0,25 для контура я взяла, РЛ. Самая минимальная скорость на блоке МАС. Проверяю первую половину, чтобы понять по насыщенности. Линию я вижу, мне не нужна четкая прям вырисованная линия, поэтому я работала достаточно быстро в зоне контура, чтобы при заживлении там вообще не осталось никакого намека ни на какую полосочку. Переходим на вторую половинку верхней губы. Если вы изначально знаете, какая у вас техника, и вы определились уже с клиентом, например, что вам нужна помадная, либо плотный бархатный прокрас с четким контуром, то я советую взять минимальную скорость и работать от блока, не беспроводного, а от провода получается. В таких случаях я уже работаю, я сейчас покажу, он очень-очень медленный штрих, вот так вот, и протяжный. То есть штрихи в контуре отличаются в зависимости от поставленной задачи. Когда поставленная задача не ясна, то я делаю ее максимально такую акварельную, размывчатую, чтобы мы могли в процессе все это срегулировать. Самую неудобную зону в губе, это вот это вот место, мы чуть-чуть валиком себе подтягиваем так, чтобы не в растяжку губа шла, потому что когда кожа в этом месте растягивается максимально, она истончается, и игла проходит намного глубже, чем нужно. Поэтому мы ее не растягиваем, а как будто бы себе ее подкручиваем. Верхнюю губку мы закончили, я ее с устоинчиком немножечко себе подсвечу, чтобы она попроявилась. И переходим на нижнюю губу. В нижней губе, в серединке, это вот это самое тяжелое место, которое нужно прокрасить. Поэтому я советую использовать как раз метод для помадной техники. Это мелкие движения и частые. Рука идет тоже медленнее. Переходим опять к самой сложной части, только уже на нижней губе. Опять ее себе подкручиваем. Если вы работаете на чемпионате и у вас вечно недокрашены эти углы, особенно с этой стороны, это очень частая вообще ошибка мастеров. Начинайте просто сразу же с нее, даже что контур, что сам раскрас, именно с самого тяжелого места. Валик не подтянула под себя, а его расправила в плоскость, но натяжки у меня нету. Я не растягиваю. Проверяем контуры на нижней губе. Носим сустоинчик. Протираем верхнюю губу. Контур у нас прекрасно видно. В некоторых местах, где чуть-чуть побольше ушло, там можно добавить сразу. Все, в принципе, меня немножко не устраивала только одна сторона, слишком легко я прошла. Все остальное у нас пока в анестезии. И за счет того, что суставные сосуды суживают, есть небольшие белые пятна. Дальше я уже утемняю пигмент. Это будет с помощью цвета Raspberry, это номер 6. На первый проход разбавитель сейчас я добавлять не буду, потому что за счет именно движением руки я сделаю акварельный прокрас, не за счет плотности. И когда
Мария у нас посмотрит на остаток после первого прохода, я уже определю, что я буду делать дальше. Буду его разбавлять, либо буду переходить, наоборот, в работу более плотного прокраса. Акварельный прокрас можно сделать как минимум двумя способами. Я выбрала способ просто длинный быстрый штрих. Концентрация пигмента сильно не меняется, но прибавила цвета, чтобы он был ярче, чем цвет, который мы делали на контуре. Штрихи длинные, возвратно-поступательные сразу же, внутрикожные, то есть я не достаю, не штрихую, не ударяю. Мы решили сначала сделать половинку губы верхней и половинку губы нижней, чтобы показать вам наглядный пример одного прохода в акварельной технике. И вам, и самому клиенту, чтобы определиться, как действовать и что мы наносим дальше. Работаю я блоками наслаиванием пигмента где-то в 70%, то есть всегда заходя на предыдущий блок, для того, чтобы изначально первый проход был максимально плотным. Чтобы если бы клиент захотел это оставить, это уже можно было оставить без добавления второго прохода. Когда губа объемная, нижняя особенно, я делю ее на две части вот так. То есть я эти же блоки делаю плотнее у контурной линии сначала прорабатываю, то есть напополам. Потом я уже буду снова, заходя на эти блоки, но уже заносить туда в слизистую. Так получится немножко и амбре такой увеличительный объем, и мягко будет сходить сам штрих в слизистую, то есть не резко. Вообще прокрасы, естественно, бывают разные. Акварельная техника, помадная техника, бархатный прокрас. Дальше уже разновидность маркетинговых названий. Акварельная техника, она подходит для хороших губ, молодых губ, для тех, кому нужно просто попробовать, потому что он боится, что такое пигмент там в губах и как он смотрится. Помадная техника подходит для возрастных губ, а также для губ, которые выболены вот этим герпесом, потому что нужно выстраивать новый контур. Более плотный изначально формируется, а потом затушевка от контура к слизистой. Бархатный прокрас что-то между помадной техникой и акварельной, но делается плотно, просто немножко другими штришками. Имеет очень как раз такое название секси липс, потому что они прям такие очень сочные, классные, крутые. Не подойдет губам не плотным, бесформенным, иначе просто ее будет не видно. Она будет проваливаться вот в эти морщинки, тогда нет смысла просто ее делать. Также еще есть техника амбре. Не скажу, что она часто пользуется спросом. Она очень-очень эффектно смотрится на варианте сразу после, но когда заживает, как правило, клиент просит максимально все равно приблизиться к слизистой, и чтобы там тоже было больше цвета. Я неоднократно говорила, что я люблю работать магнумами. Я использую их очень часто в помадной технике, в больших объемах, где клиент хочет более плотный прокрас именно по заживлению. На маленьких губах я магнум не использую, это все-таки травматично, и там нужен разгон руки, а разгоняться негде. Также на губах магнум дает больший отек, поэтому если есть филлер, и я редко использую, конечно, магнум. Отек – это, естественно, реакция организма. Она может быть, если сосуды близко, может быть даже чуть-чуть такие, как капельки на крови самой сукровицы. Где филлер стоит побольше, то есть добавлен объем, там натяжка почти не нужна, просто фиксация самой губки. Нажим легкий. Максимально стараюсь довести до смыкания губ, но прям разбросанными движениями в этом месте, чтобы он плавно сходил у нас на нет. Тем временем, пока мы делаем вторую часть губы, если у вас в том месте, где вы уже, получается, поработали, то есть в данном случае у нас вот эта половина губы проявляется недокрас, мы можем сразу, как увидели, сразу же добавить. И у меня прям сама рука просится вот к этой зоне здесь вот чуть-чуть подкрасить. Можно еще к слизистой прийти вот таким движением. Вниз, 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 вниз. Также не плотно. Губки, которые покусаны вот в этом месте, но здесь, слава богу, не сильно, но тем не менее есть. Первый проход, бывает даже звук другой издает иголочка. Мы цепляем эту вот корочку, она все равно размягчается от того, что мы еще протираем. А потом вроде бы все закрашено, и раз там пусто. Это просто эта корочка, она уже отпарилась и начала с ватным диском-то отходить. И там получаются пустоты такие. В уголке губ, получается, я делаю такой раскрас уже веером, чтобы они ровно полоской не заканчивались. Мы все-таки выбрали бархатный прокрас, когда просмотрели первый проход. Сейчас у нас идут как раз штришки уже меленькие, рука отрывается, то есть мы как будто подцепляем эту кожу.
есть уже штрих не гладкий, не внутрикожный. Тут максимально он смотрелся побархатистее. Иголочку мы поменяли для того, чтобы покрупнее смотрелся этот бархат на 35-ю. И скорость поставили 3,0 вольт. И за счет этого мы меленько-меленько добавляем вот этот вот бархат сверху акварельного прокраса. Сами губки уже на такое движение реагируют гораздо лучше. Поэтому у нас меньше сукровицы, отек начинает уже даже в процессе спадать после акварельного прокраса. И если, в принципе, выполнять всю процедуру именно такими штришками, на такой скорости, мягенько, то отека практически нет. Я не люблю использовать анестезию в губах, потому что она блокирует движение иглы. По мягкой коже, по мягкой ткани я больше чувствую правильное проникновение, как правильно нацепляет эту ткань. А самое главное, что нет реакции на сосуды, нету пятен, ничем не подсвечивает. И заживление без анестезии лучше. При работе с губами я люблю очень много разных картриджев. В зависимости, наверное, от самой губы, в зависимости от того, чего я хочу добиться, но чаще всего я цепляю контур более тонкой иглой. Также акварельный прокрас я тоже делала 25-й иглой, то есть я не меняла иглу для того, чтобы сделать максимально за первый проход больше. Острая тонкая игла все равно проникает глубже, чем нужно. При бархатных прокрасах я беру либо 35-ю иглу, либо какую-нибудь эмочку. След от иглы оставался более крупный. Ну что, мы уже почти закончили. Я знаю, что бархатный прокрас мастера делают абсолютно разными иглами. Какими иглами делаете вы? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока!